Ребята, всем привет, с вами Александр, вы на канале Минер, и сегодня мы говорим про BSwap, а именно обсуждаем три новости. Что у нас там по ставгейму, как поживает игра в кальмара и как прошло, подведем итоги. Второе IDO на платформе BSwap, это Exabots. Также попрошу вас перейти по ссылке в описании под этим видео и отдать свой голос за мой канал Минер, майнинг и криптовалюта в этом официальном голосовании от BSwap, где выбирается лучший блогер в тематике BSwap. Начнем мы со ставгейма. Сегодня в 3 часа ночи открывались очередные работники, которых можно было нанять. Я, собственно говоря, это и сделал. По будильнику проснулся и на 3 аккаунта купил себе 6 игроков. Детальная инструкция о том, что такое ставгейм и как играть, есть на видео. Вот заходите, смотрите. Чтобы попасть в ставгейм, мы переходим по ссылке Squid NFT Game, squid-nft.io, и там будет у нас кнопочка ставгейм. То есть переключаемся, и мы попадаем вот в такое вот окно, где мы видим, вот, что через 6 дней и 13 часов будет новая партия из работников у нас. Вот с такой вот вероятностью вам выпадет тот или иной работник с той или иной доходностью и на вот такое количество дней. От 10 до 30 и доходность от 15 до 270 ROI. ROI это именно чистый ваш доход. Итак, давайте поглядим. Итак, первый аккаунт, на который я покупал, мне выпали самые простейшие, но это самый худший вариант. Получается APR 182 и на 30 дней, да, если я не ошибаюсь. Давайте сейчас мы это проверим. То есть 30 дней, да, это худший вариант. То есть 50% людей получат работников на 30 дней. И APR, да, ROI, в общем-то, 15. То есть это, ну, самый днищенский вариант, за который вам заплатят 3,75 BSV. То есть вы вкладываете 25, и через месяц мне выплатят 25 плюс 3,75. Ну, тоже, в общем-то, неплохо. 182% годовых все-таки. Давайте посмотрим, что мне выпало на другом аккаунте. На другом аккаунте ситуация немножко другая, но, в общем-то, ROI тоже 15%, но есть разница. Если здесь мне заплатят 15% за 29 дней, ну, то есть 182%, там высчитывается, смотрите в первом видео, как это все, если вдруг не понимаете. В общем-то, здесь мне за 29 дней заплатят 3,75, а здесь мне заплатят за... Ну, здесь за 29 дней, а здесь за 19 дней. ROI одно и то же, да, но период разный. И здесь я получу за 20 дней 3,75, а здесь я получу за 29 дней 3,75. Какая вероятность у нас получить 20 дней? Это 15%. То есть это, в принципе, хороший вариант. Чтобы у вас выпал работник на 10 дней, это всего лишь 5%. Ну, то есть если вам выпадает работник, который заработает вам за 10 дней даже 3 BSV при вложениях 25, это хороший очень результат. И мой третий аккаунт здесь вот поинтересней. То есть первый работник такой же днищенский, да, 3,75 за 30 дней. А вот второй работник у нас получил ROI 150. А это значит, что 1825% годовых. И мне выплатят 37 BSV. Мне выплатят через месяц. При вложениях 25. Напоминаю, что 25 нам вернут. Также вот это, видите, вот эта птичка светится и написано 10 BSV. Чтобы участвовать вообще в ставгейм, да, нужно иметь у себя на стейкинге в разделе Holders Pool минимум 10 BSV. То есть очень хороший результат. Давайте сейчас вспомним, что у меня еще было в первых моих аккаунтах. Аккаунт номер 1, ну тоже плохой ROI 15, ну через 6 дней уже это все дело закончится. То есть мне вот уже, видите, насчитали 2,50. Потом 16 дней, ну это получается 2 недели. Я прошлую неделю проспал. И получается, я 2 недели назад покупал работнику. Здесь ROI чуть повыше, 243. Ну и половину мне уже насчитали. Так, идем дальше. Здесь у меня ROI тоже днищенский, 29 дней. Здесь еще долго ждать. Это я докупил вчера. На этом аккаунте у меня был один работник. А вот здесь вот было мне 20 дней, потому что 14 уже прошло. И ROI здесь был 50, то есть APR 912. То есть мне выплатят 12, и 8 уже из них с половиной начислили. И вот мой еще один аккаунт из старых, которые, да, то есть 14 дней назад покупались. Ну, здесь 2 днищенских работника. Ну, в общем, это мой, в общем, победный игрок. Конечно, там не 10 тысяч, но мы считали там 9800 или 9900. То есть можно получить максимальную награду здесь за 10 дней, получить 67 BSV. За 10 дней 67 BSV при вложениях 25. Но, в общем-то, я очень доволен и вот такому результату. Так, что же у нас по основной игре? Как видите, уже здесь убрали счетчик. Еще вчера счетчик был, но разработчики писали 10 числа, что временно отключают покупку контрактов. Ну, продажу контрактов. Совсем отключают, то есть никто сейчас не может купить. Если у вас есть игрок, у которого закончилось время, у меня ближайшее, по-моему, через дня
4-5 у меня у кого-то закончатся контракты, то вы сейчас, ну, ничего не делаете, просто ждете. Было вот такое вот сообщение, оно было 10 мая, и я его сбрасывал вот сюда 2 дня назад. Вот как было написано. Мы получили много отзывов по поводу там подозрительной активности. Подозрительная активность, это имеется в виду, что за пару секунд боты скупали вообще все контракты. Их, напомню, было 2000 контрактов в день. И просто, ну, люди не успевали купить. И ребята вот взяли как бы паузу и стараются с этим вопросом что-то решить. Вот уже как бы 2 дня они что-то там пытаются. Ну и пока что новостей нет, ждем. Ну, в общем, играем игроками те, которые есть, и продолжаем ждать новых контрактов. Я, кстати, у меня получилось купить на 2 аккаунта по 5 игроков. Я успел купить. Одни я купил в 3 часа ночи, по-моему, а другие контракты я купил в 9 утра. То есть, ну, там реально есть 1-2 секунды максимум, но я успел. И в ручном режиме это дело купить. Давайте заглянем, что у нас там по наградам. У меня в этом аккаунте есть еще игроки версии 1, ребята, еще 6 дней мне осталось поиграть в 7-ю игру, несколько раз смогу. Смотрите, здесь нам платят $65. Неплохо. 130 БСВ, юху-ху, ребята, 130 БСВ. Кстати, мне, да, вот скоро надо будет сыграть. Давайте зайдем. Сколько? Через час, через часок. А вот старенькие игроки у меня смогут сыграть через 21 минуту. 130 БСВ, ребята, такого я вообще не помню. Ну, напоминаю, что у нас работает Оракул. Это робот, который корректирует награду в БСВ относительно курса. Он там работает в полуручном режиме сейчас, но тем не менее курс проседает. У нас сейчас курс 50 центов, и робот откорректировал награду. То есть это просто пушка. Я просто жду, не дождусь. Главное, чтобы не проиграть. Я в прошлый раз как раз проиграл 7-ю игру. Будет очень неприятно. 130 БСВ, ребята. 117, я помню, было вот максимум в последнее время там. А сейчас 130 я смогу получить. Так, ну а в версии V2, тут вы понимаете, все зафиксировано. 49 БСВ и ни туда, и ни сюда. Потому здесь награда всего лишь 24. Да, а в первой награде я получу вот 65. На данный момент. Но я продавать не буду, я буду, ребятки, держать БСВ свои, я не продаю. Так, переходим дальше в IDO Exabots. 10 числа ситуация на рынке уже была такая подозрительная, да, крипта все-таки снижалась. И я вот сомневался, стоит ли вообще входить. Все-таки Exabots это не какая-то раскрученная игра, у которой там миллион всяких адвайзеров и партнеров. Я сомневался, входить или нет, но потом так, короче, решил зайти, как говорится, на минималку. То есть я зашел в Basic Pool, предложил 200 БСВ, желающих было больше. То есть всего хотели собрать 250 тысяч, а собрали 290. То есть мне выплатили не 200, а мне выплатили вот на 171 БСВ мне высыпали награду. И это было 1438 экзосов. Из них 287 выплатили сразу, это 20%, а остальные 1400 выплатят за 4 раза по 20%. Это так называемый вейстинг. Будет еще 4 выплаты по 20%, то есть суммарно 5 выплат по 287, первую из которых дали сразу. Давайте мы сейчас посмотрим на курс Экзоса. Ну, курс Экзоса, конечно, да, опечален. Ну, нельзя здесь винить именно Экзос. Он как бы в своем пике дал 160% от вложенных. Я продал половину, по-моему, от того, что у меня было. Это вот, в общем-то, картина начального роста была похожа на классическую пятиволновку 1, 2, 3, 4, 5, что предполагало продолжение роста после вот этого вот какого-то снижения. Но, как говорится, рынок внес свои коррективы, и вся крипта начала сыпаться. Еще ситуация эта с Terra Luna. И, в общем-то, цены упали на уровень 0.8. Я напомню, что мы покупали за БСВ, но в пересчете на доллары это мы покупали за 10 центов. То есть, ну, на самом деле, несмотря на все вот это падение, на данный момент Exos теряет 30%, да, то есть не 10 центов, а 7 центов, ну, чуть меньше 30% потеряла монета. Так, и я, если я не ошибаюсь, разместил их в какой-то фарм. Да, фарм сейчас Exos в паре с BUSD идет 950%, когда я вкладывал, был он, по-моему, 1800. Всего лишь 48 ликвидные пары я туда вложил. А что остается делать? Пусть себе там лежит. Я зашел небольшой суммой, ну, будем ждать, пока они выкатят свою приложуху, и там уже будем принимать решения. Думаю, надеюсь, на этот момент крипта уже сделает какой-то отскок.
В общем, ребятка, зайдите, проголосуйте, если видео хоть какое-то на канале было вам полезно. А на этом все. Всем пока.